you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые лимитированные трибридные внутриканальные наушники от компании Nice HCK стоимостью $399. И приходят они в очень крупной по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где тут на лицевой части имеется логотип компании и было указано название этой модели NX8 Ti. То есть это, как вы понимаете, обновление оригинальной первой версии, на которую я делал подробный обзор уже 6 месяцев назад. И мне они, кстати, очень понравились. Но хочу вам сразу сказать, что новая версия уже звучит заметно интереснее. Ну а сзади тут были указаны контактные данные для связи с производителем, есть адрес производства и присутствуют различные сертификаты. И, конечно, еще были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер, 6 арматурных излучателей и один пьезоэлектрический драйвер. Но чувствительность составляет 112 дБ, и они получили сопротивление 18 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно средние. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим огромнейшую комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Четырехжильный кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Две инструкции по использованию наушников. Сертификат качества. Щеточка для чистки наушников. 4 набора силиконовых амбушюр, набор запасных сеточек для звуковода, специальная защита для коннекторов 2 пин, ну и сменные звуководы для небольшой коррекции звучания, серебристые для более сбалансированного и теплого звучания, но золотистые для более энергичного и вокально ориентированного. Эти наушники достаточно крупные и были выполнены из смолы с использованием титанового сплава для лицевых панелей, что сразу придает им некоторую элегантность и строгость. И мне реально нравится, как они выглядят, тем более, что на них еще есть некоторый рисунок, который как бы уже аккуратно завершает этот предельно выдержанный стиль. Но вот здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом тут находится первое отверстие для компенсации, а второе отверстие располагается уже здесь на задней части. Но вот звуковод у них был выполнен из металла, он имеет длину 4 мм и диаметр 6 мм, а также он получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно, он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в ушах прям отлично, поскольку их форма анатомически выполнена правильно, и они за счет этого обеспечивают очень плотную посадку и хорошую звукоизоляцию. Единственное, что комплектный кабель у них на деле оказался довольно жестковат. Я бы точно не назвал его самым удобным, что я встречал за последнее время. Хотя по влиянию на звук тут у меня вопросов нету. Но все же, если у вас будет возможность, то я вам точно советую его поменять. А так все, что вам по сути остается, это подобрать подходящие под себя амбушюры из комплекта, коих реально много на любой вкус и цвет. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Nice HCK NX8 Ti Limited Edition при использовании серебристого звуковода, на котором я собственно остановился, поскольку, как вы знаете, я любитель уже более сбалансированного звучания. Но если вам нравится наоборот уже такая более энергичная и задорная подача, то сразу используйте смело именно золотой звуковод. Ну и первое, что мы здесь видим, это очень уверенное усиление низких частот на 11 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено буквально на уровне моего таргета. Поэтому эти наушники при длительном прослушивании меня совершенно не утомляют. И подают они вокал ровно как я люблю. Крайне аккуратно и комфортно, и вообще без какой-либо вычурной агрессии, но с по-прежнему хорошей энергией и насыщением.
А вот высокие частоты здесь безусловно хороши, поскольку они продолжительные и начинают плавно затухать только лишь после 15 кГц, что является отличным результатом. В общем, как вы понимаете, здесь мы имеем отличный пример крайне выверенной и точной мета-настройки со сбалансированным звучанием и без каких-либо явных перекосов как в басхедность, так и в яркость. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Низкие частоты получились очень точными, чистыми и отлично собранными. Здесь точно нет ощущения какого-то раздутого баса, который пытается поразить вас своим количеством или там излишним давлением, а наоборот подача ощущается очень зрелой, выверенной и контролируемой, то есть максимально такой аудиофильской в моем понимании и без какой-либо лишней басхедности. К тому же здесь мне сразу понравилось то, насколько хорошо была проработана текстура низких частот. Басовые партии звучат очень разборчиво, с отличной фактурой, структурой и даже характерной плотностью, поэтому ты их не просто слышишь, а буквально ощущаешь внутри микса, четко очерченными и с некоторой физичностью. А за счет уже быстрой атаки каждый удар получается точным, упругим и энергичным, без какой-либо рыхлости и без излишней добавленной сюда массивности. При этом эти наушники очень грамотно держат баланс во всем диапазоне. Низкие частоты не забивают своим весом середину, не перекрывают вокал и точно не мешают инструментам звучать уже более свободно. Поэтому вокал тут сохраняет воздух и естественность, а бас просто как бы уверенно поддерживает его снизу, добавляя музыке большей телесности и хорошего фундамента. И за счет этого вся подача воспринимается такой очень открытой и гармоничной, без ощущения какого-то перегруза или избыточного акцента на нижнем диапазоне. И в итоге бас здесь получился очень текстурным, быстрым, отлично контролируемым и действительно универсальным. Он прекрасно подходит для разных жанров, от рока и металла, где вам хочется получить вот этого хорошего панча и драйва, до электронной музыки и хип-хопа, где уже важны глубина, плотность и хороший контроль саббаса. Ну а вот средние частоты получились теплыми, насыщенными и очень комфортными в подаче. И именно за счет этого эти наушники хочется слушать действительно долго, поскольку у них нету сухости, излишней какой-то аналитичности или ощущения стерильной подачи, когда все звучит слишком отстраненно. А наоборот, середина здесь подается прям с хорошей плотностью, приятной телесностью и очень естественной музыкальностью. В общем, как я люблю. И особенно хорошо все это слышно на вокале. Голоса звучат натурально, естественно, с хорошим насыщением и приятным весом, без какой-то лишней резкости или холодности. При этом вокал не становится каким-то слишком мягким или сглаженным, поскольку в нем сохраняется достаточная энергия, хорошая читаемость и выразительность. Поэтому исполнение ощущается уже более эмоциональным и в какой-то степени близким. Мужской вокал звучит плотнее и глубже, ну а женский подается прям так чисто, плавно и очень комфортно, без какой-то навязчивости даже на высокой громкости, что несомненно, друзья, как по мне, огромный плюс. И я надеюсь, в этом плане вы со мной, конечно же, согласны. Ну и инструменты в этом диапазоне, в этих наушниках тоже раскрываются, на мой взгляд, очень даже хорошо. Гитары звучат с хорошей массой и телом, ударные сохраняют энергию и атаку, ну а общая подача остается такой насыщенной, но при этом не перегруженной. И за счет такого баланса середина воспринимается очень живой, поскольку в ней есть драйв, есть эмоции и есть некоторое движение, но без какого-либо утомления для вашего слуха. И в результате мы получаем очень удачно настроенную середину, теплую, насыщенную, живую и музыкальную, с которой действительно хочется проводить много времени за прослушиванием любимой музыки. И по сути, а что еще надо? Как по мне, здесь, ребята, все ровно так, как и ждешь от наушников в этом бюджете. Ну а высокие частоты получились очень детальными, чистыми и техничными, но при этом без резкости и без утомляющей яркости, за счет чего слушаются они действительно очень комфортно. И сразу чувствуется, что у этих наушников есть отличная проработка верхнего диапазона, поэтому деталей здесь много и вам хорошо слышны все мелкие нюансы записи. Послезвучие инструментов, тарелки, легкие акценты на фоне, но все это подается очень естественно и без какого-то лишнего
сильного акцента на себе. То есть высокие частоты тут точно не выпячиваются вперед и не пытаются как бы искусственно создать ощущение какой-то сверхдетальности, как в очень ярких и реально светлых моделях, а остаются как бы частью общей картины, сохраняя отличную разборчивость и чистоту. При этом верх здесь точно не темный и не приглушенный. Воздуха хватает, звучание остается открытым и очень прозрачным, и с хорошим ощущением пространства и достаточным количеством энергии, чтобы передавать вам все нюансы трека именно так, как нужно. Но вместе с этим в подаче тут нету колкости, сибилянтов или той самой навязчивой неприятной остроты, которая быстро начинает утомлять уже на длительном прослушивании. И здесь все звучит прям очень так ровно, аккуратно и крайне выверено. И именно поэтому высокие частоты в этих наушниках воспринимаются настолько удачными, поскольку здесь есть и хорошая аналитика, и реально высокая детализация, и отличная читаемость разных нюансов, но при этом сохраняется комфорт и музыкальность. И по сути можно спокойно вслушиваться в запись, замечать какие-то микродетали, слышать все тонкие моменты в треке, и при этом у вас точно не возникнет желания уже убавить громкость или сделать паузу на какое-то время. И это, друзья, очень редкий и действительно приятный баланс, где удалось сохранить и техничность, и разборчивость, и комфорт одновременно. Ну а звуковая сцена получилась очень широкой и действительно хорошо организованной. И это, друзья, отлично ощущается практически на любом жанре. Пространства здесь много, подача не кажется вам какой-то зажатой в центре, а наоборот звук раскрывается свободно и легко, с хорошей шириной и приятным ощущением воздуха между инструментами. При этом сцена ощущается не просто широкой, а именно правильно выстроенной и очень естественной по своему восприятию. К тому же разделение планов было выполнено тоже очень удачно. Инструменты здесь не собираются в одну плотную кучу, как у темных наушников, а уверенно занимают свое место в пространстве, благодаря чему даже насыщенные аранжировки звучат чисто и читаемо, сохраняя хорошую разборчивость. И любители анализировать музыку здесь точно останутся довольны. И, конечно, локализация вас наверняка тоже порадует, поскольку тут очень легко считывается именно положение инструментов на сцене. Хорошо ощущается, откуда идет тот или иной звук, и за счет этого музыка воспринимается уже более объемной и живой. Плюс к этому здесь есть реально хорошая глубина, поэтому сцена строится не только в ширину, но и вперед и назад, добавляя звучанию еще больше пространства и натуральности. В общем, звуковая сцена воспринимается, на мой взгляд, очень удачной, широкой, глубокой, с отличным разделением и точной локализацией. Все звучит свободно, объемно и естественно, без хаоса и без какого-то искусственного расширения. Поэтому музыку действительно приятно не просто слушать, а буквально погружаться в нее целиком. Ну а вывод у меня получился таков: Nice HCK NX8 Ti Limited Edition — это, на мой взгляд, очень удачные трибридные наушники для любителей сбалансированной, нейтральной и очень комфортной подачи без перекосов в какую-либо сторону. При этом, несмотря на такую слегка расслабленную и в меру музыкальную настройку, они способны будут приятно удивить вас действительно высоким уровнем детализации, отличной техничностью и хорошей общей разборчивостью. И именно поэтому они легко воспринимаются как крайне универсальные наушники, к которым хочется возвращаться снова и снова. И от себя я вам их смело рекомендую к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.